Всем привет, меня зовут Алина Загитова, мы в Казани. Произвольные программы девушек смотрим. Немножко вывалилась и не дотолкнулась ногой опорной, потому что поторопилась и сделала все в лед. То есть толчок можно делать наверх, можно вниз. Еще хочется заметить, что есть спортсмены, которые прыгают и сразу поворачиваются, делают оборот. А есть спортсмены, которые сначала отталкиваются и потом только группируются. Вот как раз у Маши это есть. Это, конечно, супер интересно, потому что я видела последний раз такое у Анны Погорелой, но у них, в принципе, один тренер, поэтому одинаковая техника прыжка. Очень медленное вращение. Ну, скорее всего, устала. Но дорожечка, конечно, второго уровня. Не всегда хорошо, когда ты берешь быструю музыку, ты пытаешься успеть в ритм, нигде не опоздать. При какой-то даже очень маленькой ошибке можно опоздать и не приехать вовремя в акценты всей музыки. Поэтому многие спортсмены берут медленную музыку на дорожку. Как ты ощущала сегодня себя во время проката? Как ты можешь оценить его? Я думаю, где-то на 6. Вот, 2 тулупа не получились идеальных, как хотелось бы, как сегодня на тренировке было. Вот, и, как по мне, тяжеловато ехалось. Вот, особенно концовка, там, мне кажется, я уже выдохлась. Пошла на риск, правильно я понимаю? Да, у меня не был запланирован, то есть за день до этого я вообще должна еще была с одним идти. Угу. Вот, но потом такая, почему бы не рискнуть? То есть это была твоя идея? Да, полностью. А мама как на Мама это сказала, отреагировала? ты подумай, лучше, мне кажется, чисто просто, хорошо откатать. Вот, она такая, нет, надо. 2 проката очень достойных у тебя получилось, но тем не менее ты не в тройке. Скорее всего, тебе обидно. Я не скажу то, что мне прям очень как-то обидно, потому что я по сути, пропустила 3 сезона, и вот это первый мой взрослый сезон, когда по мастерам вышла, и первый достаточно для меня неплохой. Почему пропустила 3 сезона? А у меня травма была сначала, стрессовый перелом лативидной кости с некрозом, вот, потом с бедром были проблемы, потом порезали сильно, мне операцию делали. Короче, там очень много всего было, и вот эти 3 года пропустила. И вот, как по мне, вот в этот сезон я вошла неплохо, даже, не в призовых. Очень хорошо, достойно, да. Я могу сказать. Было, наверное, тяжело больше морально, потому что я как-то, когда вот ушла из фигурного, на травму, я открыла для себя совсем другую жизнь. Вот, я открыла там школу, тогда еще училась, ходила, вообще как-то с друзьями выбиралась постоянно гулять. Я не очень хотела возвращаться, честно. Вот, но потом я поняла то, что, в моей жизни очень, всегда вот было фигурное катание, как-то не могу без него жить. Вот, и плюс меня поддерживали родители, близкие для меня люди, они говорили то, что мы там верим, у тебя все получится. Сколько времени тебе нужно было, чтобы восстановиться? Это заняло где-то, полгода. Вот полного такого продуктивного восстановления. Мы желаем только успехов тебе в этом сезоне, чтобы все получилось, а компоненты только росли. Ты все для этого делаешь. Молодец. Ой, очень люблю красивые выезды, когда спортсмен не просто делает выезд, а как-то с ручками, может, уходит в твизл,
либо мах ногой делает. Это всегда очень украшает прыжок, и, в принципе, судьи это замечают, дают надбавку к элементу. Поэтому обращение к фигуристам. Обязательно делайте красивые выезды. Потому что вот сделали вы уже прыжок, да? Но надо продать его, чтобы все поняли, что вот как я могу, вот как я сделала. И тогда судьи уже будут давать больше GOE. А GOE это плюсики такие. Плюс 3, плюс 4, плюс 5. У нас система оценок такая, что ты можешь получить как плюс 5, так и минус 5. Минус 5 это, естественно, за падением. Давай, делай. Ох. Просто она из себя прям выжимает максимально такую, они мы еще не видели. На самом деле тренер вовремя заметил, я думаю, что для зрительских глаз этого было не видно. Но он во время проката сказал: работай. Прям в голос, чтобы она услышала. Она услышала. Сегодня мы немножко увидели тебя другую, что-то тебя беспокоит. Даже не знаю, у меня нет какого-то недовольства по поводу своей программы. Ну, то есть есть к себе придирки, претензии и так далее. Надо же когда-то ошибаться. Иногда. И я считаю, что к ошибкам нужно относиться с осознанной точки зрения и воспринимать это как опыт, как пункты, над которыми нужно работать. Это тройной флип. Вот. Мы поработаем над тройным флипом. Ну, тренер сегодня тебе крикнул: работай. Он часто так делает, или это первый раз на соревнованиях? Потому что мы редко слышим, когда тренеры что-то из-за бортика во время проката на соревнованиях кричит. Я тоже редко слышу, чтобы Евгений Владимирович вообще что-либо кричал, честно говоря. Что ты в этот момент подумала? Ничего, постаралась поработать. Ну и флип просто. Ну, я просто там засомневалась, что-то куда-то замешкалась. Ну, непонятно, в общем. Ну, надо разобрать это на тренировках, разобрать в голове. А тренерский штаб, блин, я не представляю, как они нервничают за бортом иногда. Просто, скажем так, у меня на каждое соревнование, на каждый день немножечко разный настрой. У меня не бывает какого-то шаблонного настроя. И мне кажется, они иногда сами не знают, что я сейчас выйду и буду делать. Знаешь, они стоят за бортом. Мне кажется, они больше меня переживают, просто думают. Блин, главное, где-то с перебежек не уронить. Ты сегодня тоже нервничала, переживала? Нет, на самом деле вообще не нервничала, вообще не переживала. И просто устала испытывать вот какой-то адреналин и стресс. И единственная мысль у меня была в голове, это только, чтобы я поскорее выполнила свою работу. Ну, слушай, потом, когда ты вырастешь, тебе не будет хватать этого адреналина, да. Ты будешь жалеть. Вот, Поэтому... кстати, это факт. Я заметила, что спортсмены, да? Профессиональные, мы прям зависимы от этого. И в жизни очень многим не хватает после завершения, скажем так, официальной карьеры. И я даже по себе это замечаю. Я один раз в отпуск принципиально не брала кроссовки, и я все-таки сходила в зал. Босиком? В чужих кроссовках. Ты понимаешь, Алина, у нас спортик. Чуть-чуть. Не чуть-чуть. Ну, вот поэтому я и занимаюсь боксом. Потому что надо же куда-то выплескивать этот адреналин. Джеб. Вышел джеб. Да. Вышел джеб. Я это чуть не назвала, когда у меня спросили любимую песню. Ну, вернее, я это назвала, но я не знаю, вставили это или нет. Это твоя любимая песня? Нет, она просто иногда в голове играет. Я стараюсь ее максимально забыть. Во время проката тоже? Нет, во время проката у меня какую-нибудь молитву уже играет во второй половине. Не, реально, а о чем ты думаешь во время проката? Вчера была мысль, что если вот за бортик вылететь, потому что здесь арена 26 метров в ширину. Ну, типа, обычно она у нас уже 30, да, у нас обычно 30 в ширину, 60 в длину, а здесь она 26, то есть у нас 4 метра просто убрали. Ну, или обычно канатка 28. В любом случае 26 это прям узко. У меня была в какой-то момент мысль, а что если я вот перелечу за бортик? Ладно, ты справилась с этой задачей. Да. Давай. Переживает. Прям видно.
Стой! Немножко вывалилась из круга. Вот когда ты прыгаешь, вот у нас по одной траектории должно быть именно в круг. Бывает такое, что отталкиваешься и вообще из круга идешь. Вот у нее именно так и получилось. Зачем пошла на второй тур? Это, видимо, на всех ретроградный Меркурий влияет. Видно, что каждый прокат — это прям борьба. Стой, делай. Тебе сегодня явно было тяжело кататься. На утренней тренировке я прыгала четверной, и в конце уже приземлилась, у меня в пояснице спину зажала. Вот, и, у меня в целом всегда болит поясница, я к этому уже привыкла, но я ушла с тренировки, думаю, сейчас нормально отпустят, как обычно. А потом пришла в зал разминаться уже перед стартом, и, прыгаю, и на каждом приземлении там болела спина. Как она ощущается? Но Чтобы она... для зрителей было понятно. Я понимаю. Просто это переклинивает, и все. Ты типа не повернуться, ничего не можешь. А там даже не повернуться. Повернуться-то я могу, мне просто наклоняться и подниматься больно. То есть она постоянно сейчас болит, я ее все время ощущаю, когда стою, там, хожу. Стреляет в ногу, она не в ногу, она в спину как раз и стреляет, когда я там приземляюсь и на каких-то еще движениях. На предпоследнем вращении вращалась, у меня еще вот такая вот складочка правая. Нет, согнута еще нога, и я прям складываюсь на 90. Вот так вот? Да, вот так. Очень тяжело. Можно было, конечно, с четверного тулупа первого не делать степ-ауты, Да. Потому что он был так-то хороший. Я уже летела в воздухе, я думаю, нормальный прыжок. В итоге я приземлилась, сделала степ-аут. И потом я пошла на второй четверной, так скажем. Я пошла ва-банк, и я просто на фоне стресса, я на тренировках катала с 2 четверными. И чаще всего я первый четверной делала и шла на второй. И я просто думала, что на фоне стресса, не отработанный вот этот заход, если я пойду во флип, я сделаю еще хуже, чем я там, допустим, зайду в четверной. В общем, я просто решила делать то, что я отрабатывала на тренировках. Но это был такой, я думаю, очень полезный опыт. И он у тебя случился? И хорошо, что здесь сейчас это произошло, и хорошо, что я не отпустила дальше программу после четверных. Я прям ехала, и до самого последнего элемента, до самого последнего тройного флипа себе говорила: терпи, терпи, терпи. И ты вытерпела. И я Молодец. старалась вытерпеть настолько, насколько это возможно. Ты борец. Однозначно уже можно сказать, что она выиграет эти соревнования, потому что чистый прокат, все прыжки сделаны, в том числе прыжок ультра-си, тройной аксель, их было 2 в программе. Ты прям сияла, мне кажется, сегодня в Казани. После короткой программы у вас вообще там очень минимальный разрыв был. Скорее всего, переживала. Очень переживала. Вот эти вот
37-38 минут перед прокатом были достаточно нервные, продумывала все. Конечно, выскакивали какие-то глупые мысли, но рада, что смогла собраться и показать тот контент, который я катала на тренировках, и его чисто прокатала. Как настраивали тебя тренеры? Этери Георгиевна звонила? Нет, она не звонила. Меня настраивал Данил Маркович, сказал делать все, как я умею, подсесть в ногу перед акселем, не уходить вперед и просто уверенно и классно доказать программу до конца. Мы сегодня увидели у тебя интересные элементы вращения. В разминке слышала, что у тебя есть какая-то позиция в твою честь названная. Расскажи про нее чуть-чуть. Я сама вращала Бильман, но я его вращаю так, что я ногу не назад тяну, а получается в бок. И попробовала опустить ногу сначала я опускала ее вперед, а потом уже опускала назад. И так как появилась эта позиция, мне она никакой сложности не доставляет. Я спокойно, как и обычно вращение, вращаю его. У тебя врожденная такая гибкость или ты дополнительно занималась с преподавателем? Нет, у меня врожденной вообще нет такой растяжки, что как возможно у других от природы. Меня растягивали, получается, как раз-таки здесь в Казани у нас было много растяжки с бывшим моим тренером вторым Алией Алмазовной. Вот, много работали над всякими упражнениями, также на шпагатах сидели не просто там на коврике, а с поверхности, получается, какой-то. Также гнули спину, и, наверное, от этого у нас и какая-то растяжка есть. Если отдаляться от фигурного катания, ты учишься в каком классе? Я сейчас перешла в 10 класс. 10 класс. Ты учишься здесь, в Казани, или уже полностью переехала в Москву? Я также, получается, нахожусь на сейчас онлайн-обучении. До этого я окончила 9 классов, получается, ходила в школу, как обычные люди. Вот. А сейчас я прикреплена в школу здесь, в Казани, но я, получается, прохожу весь курс 10 класса и в конце года приеду сюда сдавать все экзамены. Тяжело. Тяжело. Ну, пока можешь расслабиться, вот 11 класс, да. Это обязательно к учебе. Да. Ладно, я желаю тебе успехов. Юная звездочка у нас появилась на небосклоне. Вот, поэтому давай обниматься. Спасибо большое. 3-й этап Гран-при в Казани для девушек подошел к концу. Ну а я полетела дальше.